Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику истории персонажей из игры Mafia 3 Definitive Edition. Сегодня расскажу про Джон Донован. Джон Донован. Второстепенный персонаж видеоигры Mafia 3 Definitive Edition 2016 года, а также ее дополнение. Он бывший агент ЦРУ, который помогает Линкольну Клею уничтожить преступную семью Маркану, выступая в качестве советника преступной семьи Клея и темного наставника Линкольна для отца Джеймса. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Джо Донован является выпускником Принстонского университета, по окончанию которого был завербован в ЦРУ в 1953 году. В июне 1954 года он знакомится с Коннором Олдриджем, и они вместе провели операцию в Гвантанаме. Но вскоре их пути разошлись. Через 2 года после этого началась Вьетнамская война, и только в августе 1961 года агент Джон Донован был направлен во Вьетнам. Тогда Джон несколько месяцев провел в Сайгоне, а затем был переведен в базу в Лаосе, управляемую подразделением особых операций. Там он обучался хмонгов, после чего спускали их на народную вьетнамскую армию. Вскоре в 1963 году Джон Донован снова пересекается с Коннором Олдриджем. Только теперь они больше не союзники, так как Олдриджи перешел на сторону вьетнамской армии, а значит предал свою военную сторону и родину в частности. Однажды в Сайгоне у Олдриджа была встреча с вьетнамцем Тронгом, с которым незадолго до встречи уже разобрались Донован. Старый знакомый вновь пересекаются в переулке. Джон Донован навел Коннора на мушку пистолет, но тот тоже не пальцем деланный, и он быстро набросился на Джона, сильно распорол свою щеку. Олдридж пытается зарезать Донована, и тому пришлось схватиться за лезвие ножа, сильно повредив свою ладонь. В схватке Олдридж чуть не убивает Донована. К счастью, во время прибывает военная полиция, от которой Коннор благополучно удрал. В 1966 году он знакомится с Линкольном Клеем в ходе совместной работы на Вьетнамском фронте. Они становятся лучшими друзьями. Джон Донован был ярым патриотом своей страны, готов выбить из врага информацию любыми методами. Как только Линкольн вместе с Донованом отдыхали в сайгонском баре в 1967 году, и вьетнамская проститутка неожиданно для всех достает гранату, убивает 3 американских солдат. Естественно, другие хотели убить ее. После этого но от смерти ее спас сам Линкольн, который предпочел не убивать женщину, а удерживать, пока военная полиция ее не заберет. Если при помощи бага или глитча убить Джона Донована, то появится специальная кат-сцена, где Джон Магуайр рассказывает о том, что после смерти Донована Линкольн Клей не смог продолжать войну против Маркану и вскоре был убит. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про Джон Донован из игры Mafia 3 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте новые действия, которые видите про ваших экранах. На лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала PakeMaker.